Говорим о четвертом абзаце в эссе на основе графиков и диаграмм. Кажется, здесь особых проблем не должно быть. Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет. Это четвертое видео, которое посвящено пошаговому написанию эссе. Если вы еще не смотрели предыдущее видео, то я напомню, мы с вами разобрали первый абзац, который условно я назвала перефразирование. Второй абзац, да, там, кстати, есть материал, который, ну, я сегодня его тоже буду демонстрировать, имеется в виду написанный текст. Дальше второй абзац у нас называется «Поиск особенностей», и третий абзац посвящен сравнению. Ну, четвертый абзац для нас – это решение проблемы. И, по сути дела, я бы сказала, что это такое мини-миниатюрное эссе на тему о том, что надо проблему назвать и продемонстрировать способы решения. Сейчас мы посмотрим на задание. Вот, перед вами задание, внимательно его прочитайте, и сейчас я продемонстрирую отрывок. Ну, не отрывок, а четвертый абзац, собственно говоря. Три уже мы с вами обсудили, будет четвертый. Хочу напомнить, что все материалы, которые я демонстрирую в этих видео, являются учебными, и мы их будем подробно разбирать на моем курсе. Примеры написания эссе на основе таблицы диаграмм. Так, здесь не хватает второй фразы в названии «Системный подход». Первый вводный урок я буду проводить бесплатно 19 сентября. Это будет вебинар в моей закрытой группе ВКонтакте в 12 часов, время московское. Итак, текст. Вот что написал автор этого сочинения. Первые три абзаца тоже здесь. Вы внимательно прочитайте. Я перейду на следующую страничку для того, чтобы подчеркнуть, есть ли здесь проблема и есть ли здесь ее решение. Ну, проблема, как вы видите, есть. Вот решение ее тоже предлагается. И здесь встает вопрос. Ну, с одной стороны, ну, скажем так, то, что мы много раз на самом на самом деле видели и в тех эссе, которые писали в прошлые годы, отчасти, может быть, какое-то детское рассуждение на тему о том, как решить эту проблему. Но вопрос здесь следующий. Вот если посмотреть еще раз на задание как бы на основе вот этой вот таблички, да. И, конечно же, здесь встаёт вопрос, а вот эту проблему-то ее откуда брать? Придумывать или, как вот было придумано здесь в этом сочинении, да, об ухудшении зрения, или эту проблему нужно брать из таблицы? Вот это, кстати, очень интересный вопрос, поэтому я пока не буду на него отвечать, если можно. Я как раз на него отвечу на нашем бесплатном вебинаре, поэтому я вас всех приглашаю. Но если у вас есть уже ответ на этот вопрос, то вы можете его записать в комментариях и, ну, только объяснить, почему вы так отвечаете на этот вопрос. Потому что, отвечая на любой вопрос, вы должны приводить свои конкретные доводы. Наши доводы должны они зиждятся на том, что нам дает эссе в своих заданиях, и в своих документах, и в своих методических, ну, рекомендациях, методических материалах. Поэтому задумайтесь, придется думать и заниматься этим заданием целый год. Нужно точно знать ответ на этот вопрос. Ну, а я перехожу к слайду, где написаны планы на моем видеоканале. Планы следующие. Во-первых, я еще одно видео должна подготовить о написании эссе. Дальше я готовлю видео, как будут оцениваться эти работы. Обязательно будет видео по ситуации с формулировками тем эссе ЕГЭ 2021 года. Наверное, еще не забылись эти темы. Ну и вот выскажу свое мнение в одном из видео, почему эссе 2022 года лучше, чем эссе старых заданий. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, замечания, комментарии, я буду очень благодарна, если вы будете их
обязательно писать в комментариях. Буду отвечать на все вопросы и приглашаю вас подписаться на мой видеоканал, в мою группу ВКонтакте, где также публикуется и запланировано уже достаточно большое количество материалов, которые будут публиковаться в течение года. Ну и, безусловно, я вас приглашаю на свой бесплатный вебинар, на вводный урок. Так, извините, здесь неправильное название видеокурса, потому что я долго думала, как же правильнее его назвать. Все-таки здесь должно быть написано «Эссе на основе таблицы диаграмм. Системный подход». Мне нужно было некоторое время для того, чтобы обдумать структуру этого курса, но в результате вот конечное название, но вы его найдете и в моей группе ВКонтакте. А сам вебинар 19 сентября, вот в моей группе ВКонтакте вся информация. Благодарю вас за внимание. Всего доброго, до встречи.